В одном из шумных школьных коридоров, наполненных веселым смехом и разговорами учащихся, группа старшеклассников беззаботно собралась вместе, принявшись за свое обычное занятие — издевательство над младшими школьниками. Эта группа юношей и девушек, сформировавшаяся из людей, которые были вместе уже несколько лет, как будто искала выход своих негативных эмоций в форме насмешек и агрессии. Это занятие стало для них чем-то вроде рутинной привычки, производя ощущение власти и превосходства над своими жертвами. В тот день их жертвой стал мальчик по имени Дима. Он был тихим и немного замкнутым ребенком, всегда ходившим один, с книгами в руках и с огромной библиотекой в сердце. Дима любил погружаться в чтение, так как это позволяло ему находить утешение и спокойствие в мирах, которые значили для него больше, чем действительность. Старшеклассники, заметив его в коридоре, решили, что он станет легкой целью для своих шалостей. Дима не обладал ни физической силой, ни уверенной харизмой, ни защитниками, и, казалось, его беззащитность только подзадоривала их. Сначала они просто посмеялись и принялись за мелкие подколы, вставляя колкости и презрительные шутки в сторону мальчика, а затем, увидев, как он паник и стыдливо отвернулся, стараясь не обращать на них внимания, они начали двигаться ближе, готовясь к более серьезному нападению. Они были уверены в своей безнаказанности и в том, что смогут без проблем добраться до него. Подходя к Диме, один из старшеклассников, культивировавший в себе дух жестокости и безжалостности, сделал шаг вперед, показывая всем своим видом свое физическое превосходство. Он был уверен, что Дима не сможет сопротивляться, что мальчик не успеет даже понять, что происходит, а все его попытки противостоять этому будут тщетными. Но было так непросто. Дима был готов. Несколько лет назад его отец, заметив успехи своего сына в боевых искусствах, записал его в боксерскую секцию, где он учился драться, защищаться, а главное — контролировать не только свое тело, но и свои собственные эмоции, которые порой могли быть разрушительными. С тех пор он не раз испытывал свое терпение и упрямство, обучаясь основам самозащиты и понимая, как реагировать на агрессию. Он знал, что такие ситуации — лишь вопрос времени, и понимал, что его не должны поощрять агрессивные действия со стороны старших учеников. Мальчик уже давно знал, как правильно защищаться, как наносить удары, как быстро оценивать и реагировать на угрозу. Поэтому, когда старшеклассники сделали свой первый шаг, Дима быстро оценил обстановку. Его мнение о том, что не стоит медлить и позволять им подойти ближе, было резко выражено в его мыслях. Он понимал, что его безопасность зависит только от него самого. Что-то в его внутреннем состоянии заставило его почувствовать уверенность в своих силах. Все произошло за доли секунды. Он собрался, собрав все свои нервы и ту силу, которую он приобрел за годы тренировок, и, уверенно проведя серию быстрых и точных движений, оставил своих нападающих без сил и уверенности в себе. Они непременно не ожидали, что мальчик, который казался таким уязвимым и слабым, окажется настолько подготовленным и решительным. Уверенность в себе, которую он приобрел за время тренировок, проявила себя всеми красками. Вскоре старшеклассники, поняв, что они не могут одержать верх и обрушить на него свою агрессию, остановились, сбитые с толку и в замешательстве. Они были поражены тем, насколько Дима оказался убедительным, и, что более важно, насколько он был готов дать бой. Самообладание и уверенность юноши в своих действиях произвели на них сильное впечатление.
Дима, не тратя ни секунды на излишнюю агрессию и стремясь избежать ненужного насилия, спокойно продолжал движение, не оглядываясь. Он понимал, что не стоит опускаться до уровня своих хулиганов и действовать на их условиях. Его уверенность в себе и умение контролировать ситуацию сделали его непобедимым не только физически, но и морально. У Димы оказалось внутреннее спокойствие, которое освободило его от страха, сняло бремя подавленности. С того дня в школе больше не находилось тех, кто осмеливался бы его тронуть или угрожать ему. Смех старшеклассников, который когда-то резонировал в коридорах, сменился насмешливым молчанием, а коридоры, заполненные криками насмешек, стали местом, где каждый жил в мире и покое. Теперь, идя по школе, Дима чувствовал не просто себя частью этого места, но и самостоятельной личностью, имеющей право на уважение и доброжелательное отношение. Его уверенность уже не была призрачной. Она была заряжена удачами и преодолениями, данным ему опытом, основанным на личной борьбе. Этот инцидент стал его личным триумфом, доказательством того, что даже в самой трудной ситуации можно найти в себе силы для защиты. Наконец, он понял, что не боится вступать в конфликт, если это действительно необходимо, и что он может постоять за себя даже тогда, когда ситуация кажется безнадежной. С каждым днем, когда солнце поднималось над горизонтом и окрашивало коридоры школы яркими оттенками надежды, Дима понимал, что оставшийся след в его душе задействует личную силу противостояния и в будущем. Его уверенность становилась источником вдохновения для других учеников, показывая, что даже в самых трудных условиях можно найти опору и силу, чтобы не сдаваться. Он стал примером для тех, кто знал, что значит быть жертвой давления и издевательств, и его история начала жить, обрастая легендами и вдохновляя многих. Дорогие зрители, спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые истории, полные силы, смелости и решительности. Каждая из них рассказывает о том, что добро всегда побеждает зло, даже если кажется, что вокруг царит только тьма. Мы всегда готовы поделиться с вами еще большими историями о смелости, решительности и внутренней силе. До свидания.